Всем привет, ребята! Сегодня мы собираемся у костра, только не просто, чтобы согреться, чтобы поделиться мыслями о выживании и стратегии о том, что происходит в игре Whiteout Survival. И небольшое напоминание для тех, кто хочет получить бонус. До запуска розыгрыша 5 сертификатов по 499 ледяных звезд осталось набрать менее 80 подписчиков на YouTube-канале. Так что если хотите стать счастливчиком, самое время присоединиться. И, конечно же, как я вам обещал, в этом ролике я объявлю победителя на основе предыдущего ролика. И, конечно же, хочу вам напомнить, чтобы не пропустить ни одной из новостей и всех секретов в игре, заглядывайте в мой телеграм-канал. Здесь всегда свежая информация и эксклюзивные моменты, которые не попадают в видео. Итак, друзья, наливаем что-нибудь горячее себе, устраиваемся поудобнее и давайте начнем сегодняшний разговор. Сегодня мы будем с вами делиться опытом. Сегодня хочу попробовать новый формат роликов на канале – философское обсуждение игры. Мы с вами уже разобрали почти все ее основы, кроме Литейной, чемпионата Альянса и битвы за замок. Я все еще думаю, как вам грамотно предоставить материал про эти мероприятия. Ну и, конечно же, медведь, без него никуда. Вы часто просите обсудить Мишку. Полгода назад я уже выпускал ролик про него, и это до сих пор самый популярный ролик у меня на канале. Сейчас я готовлю обновленную информацию. Будут несколько видео, которые полностью будут посвящены этому аспекту игры. Какие именно ролики выйдут, узнаете, как только мы добьем 3000 подписчиков. А до этой цели нам осталось совсем немного. Касательно сегодняшней темы, я хочу с вами обсудить тонкости игры на различных серверах. Лично я выделяю три типа игроков. Первый тип – это те, кто любит прыгать на новые сервера. Они стараются держаться в одном поколении, чтобы со временем улучшить свои показатели. Объясняю на примере. Я сейчас играю на сервере 644, а начинал играть на 650. У меня до сих пор остались друзья с того сервера, и я вижу, что они находятся на серверах за 1000. Разница примерно 2 месяца со старта серверов. Такие игроки стараются нагонять упущенное и при первой же возможности перепрыгивают на еще более молодые сервера, например, на 1100+. Но тут все зависит от трансферных пропусков. Как только они их накапливают, сразу переходят. А делают они это часто вместе с командой таких же прыгунов. Второй тип – это грамотные игроки. Они находят сильный сервер, где собираются грамотные ребята и действуют сообща. Участвуют в мероприятиях Драконий Тиран, Битва за замок, Литейная и другие. Такие игроки получают удовольствие от командной игры и стараются выжимать максимум. Но и у такого подхода есть минусы, о которых мы поговорим с вами немного позже. Третий тип – это те, кто ищет мертвые сервера. Там нет большого актива. Обычно такие ребята заходят в командой 3-4 человека и сжигают остатки живых игроков. При первой же возможности они выдавливают их с помощью трансфера. Либо же просто заходят в составе 2-3 человек и пускают корни на таком сервере, убедившись предварительно, что войны на сервере нет. Именно про этот третий тип игроков я сегодня хочу с вами поговорить подробнее. Я отношу себя ко второму типу игроков. За 2 года игры мне интересно получать максимум от мероприятий. У меня войска Т-11 9 уровня топки, поэтому я могу полноценно участвовать в событиях, заходить в основные ралли на замке или же в том же Тиране, так как именно копейщики и пехота важны на моем этапе игры в PvP. Второй фактор комфортной игры на сервере – это коллектив, без него никуда. И есть ребята, с которыми я играю уже больше года. И в том числе они позволяют мне играть с удовольствием в эту игру. Ну и, конечно же, YouTube, куда без него. Благодаря вам я не выгораю и до сих пор получаю удовольствие от Whiteout Survival. Помимо этого, хочу вам сказать важный момент. Если у вас нет целей, игра вам быстро надоест. Неважно, донатите в игру или нет, цель нужна всегда. Моя текущая цель – это сделать лучников 11 уровня. Когда выполню данную задачу, поставлю новую и продолжу развиваться. Так, немного я отвлекся от темы ролика, давайте вернемся. Я играю на сервере 644, и он считается одним из сильнейших на моем этапе развития. Один из ключевых факторов силы сервера – это мероприятие Драконий Тиран. Последние несколько раз мы так и не могли занять первое место. Всегда финишируем вторыми, либо третьими. Но в этот трансфер наши лидеры хорошо поработали над рекрутингом и нашли немало сильных игроков. Я надеюсь, что именно в этот раз у нас все получится, и мы сможем занять первое место. Но у сильных серверов есть и минус – высокая конкуренция. Какой бы ивент это ни был, борьба всегда серьезная. Большинство игроков знают тонкости игры не хуже меня, поэтому попасть в топ очень сложно. Возьмем пример – ивент от администрации. Тот же конкурс по пирогам. Итоговый рейтинг там, мягко говоря, тяжелый. А учитывая донат ребят, к финишу они включат все свои запасы, и цифры станут еще хуже. Многие знают фишку с ускорениями лечения, поэтому пробиться в топ с моим донатом в $15 просто нереально. Даже если открыть донат в моем альянсе. Делают такие покупки далеко не один игрок. Я видел, как многие ребята в альянсе покупали наборы на максимальный уровень. Так что забирать скин на топку – задача нереальна для моего уровня доната. По такому же принципу и с именной табличкой. Да, конкуренция не такая бешеная, но я решил копить ресурсы для кои. В целом, в каждом мероприятии конкуренция большая у меня на сервере, в том числе и на арене. К сожалению, я уже смирился. Если я не участвую на арене за пару минут до рестарта, то возможности в топ-100 у меня попасть нет. Но в любом случае, для меня игра важнее в команде и участие в крупных событиях, чем гонка за рамкой, либо скином. Да, иногда обидно не получить декор, но для меня сейчас важнее по-прежнему мероприятие Король Ледяного Поля. Я даже на этом сервере стараюсь пробиться в топ.
Но далеко не на всех серверах такая конкуренция. Я общаюсь со многими ребятами из своего игрового диапазона, и они показывают мне свои рейтинги с разных мероприятий. У некоторых игроков первоначальная цель простая – найти несложный сервер, где слабая конкуренция. Там они спокойно выходят в топ на приоритетных для себя ивентах. И даже со слабым донатом, зная определенные фишки, например, те же ускорения на лечение, о которых многие до сих пор не знают, они могут брать скины. А если еще и сервер слабый, то задача становится еще проще. Я сам ранее играл на менее сильных серверах, и это реально приносило результат. Не скажу, что мой прошлый сервер был совсем слабый, но конкуренция там была в разы меньше. Это позволяло мне при минимальном донате забирать все нужные награды. Так я играл примерно с 5 по 8 поколение, а именно я участвовал в КОИ, в ивентах от администрации, двухдневных событиях и стабильно заходил в топ. 2 скина с ивентов я получил именно благодаря минимальному донату и слабой конкуренции. Это мне приносило удовольствие. Но со временем интерес к игре начал отпадать, и хотелось играть на более сильном сервере, чтобы получать новые эмоции от игры в глобальных мероприятиях. Если вы все еще горите желанием получать более классные награды в игре, то сегодня я постараюсь вам помочь в этом. В целом, лично по моему мнению, поиск менее конкурентных серверов – это абсолютно нормальная практика. Кто-то ищет сервер под свой уровень доната и стремится попадать в топы. В телеграм-канале ребята часто рассказывают, что месяцами ищут такие сервера, ведь есть определенные риски. Риск номер один – это анархия на сервере. Бывает, что один альянс или группа игроков на старте игры развязывает войну, и большинство людей сбегают после первой же возможности трансфера. Часто ли такое случается? Честно, да. Многие игроки делились историями о первых войнах на своих серверах. И теперь давайте я покажу вам пример. Я полазил на своих фермах и обратил внимание на сервер 2132. Сразу извиняюсь, если кого-то задел или посчитал сервер слабым. Я не знаю всей ситуации на сервере. Это сугубо вам пример для анализа. Но именно он, на мой взгляд, может быть показателен. Там остался один доминирующий альянс и два вспомогательных. Вот такой вариант стоит рассматривать для комфортной игры. Но есть важный момент. Обязательно найти собеседника с этого сервера. И, конечно же, с доминирующего альянса на сервере. Вы можете найти его в чате переноса, и данный игрок сможет вам поделиться информацией о сервере. Почему это важно? Потому что бывают ситуации, когда игроки залетают на сервер без согласования, к примеру, в третьей фазе. Иногда это заканчивается роковой ошибкой. Новичков начинают сжигать с момента трансфера. Поэтому перед переходом обязательно свяжитесь с руководством Альянса и уточните все детали. И следующий критерий – это анализ игроков на сервере. В данном случае я использую свою ферму 649 сервера, чтобы на своем примере показать вам отличие. Я очень тепло отношусь к ребятам с этого сервера, но многие, как я знаю, ушли на другой сервер. Я полгода играл тут, и сейчас покажу вам сравнение на основе своих показателей. И первый показатель – это общая сила. Честно говоря, считаю этот параметр не самым важным в игре. Одни игроки дерутся на каждом СВС и сливают свои войска, другие же просто копят. Но для примера, у меня на сервере со своими 650 миллионами я еле попадаю в топ-50. А на этом сервере я бы был в топ-10. Следующий показатель – это топка. На данном сервере только 17 человек имеют топку 10 уровня, а на моем сервере более 50. Следующий фактор – это освоение. Я прошел 529 этапов. На этом бы сервере я был бы в топ-10, а на своем я еле нахожусь в топ-40. Следующий фактор – это сила героев. Только обязательно смотрите общую силу героев. У себя на сервере с 70 миллионами я еле попадаю в топ-100, а тут бы я был бы в топ-15. И последний показатель, на который я советовал бы вам обращать внимание, это процветание острова. С моими 150 тысячами я спокойно бы входил в топ-15, а на своем сервере я даже не попадаю в топ-30. Мог бы я попадать в топы на этом сервере в ивентах? Думаю, да. Донат тут не слишком большой. Если бы я целенаправленно искал сервер ради топовых наград, то, возможно, бы вернулся на свой прежний 649 сервер. Вот, к примеру, в ивенте от администрации. Я даже не использовал ускорение на лечение и уже набрал около 20 тысяч очков. Этого хватило бы, чтобы попасть в топ-10 на моем прошлом сервере. С ускорениями на лечение очков бы было бы еще больше. Поэтому, если бы у меня была цель забрать все награды с админских ивентов и двухдневных событий, и, конечно же, кои, я бы реально подумал о возвращении. Некоторые ребята у меня уже звали обратно на сервер. Но с другой стороны, если я вернусь, то, возможно, азарт от игры у меня просто отпадет. СВС на таком сервере и тиран, конечно же, не будет таким красочным, в отличие от моего сервера. Нереально приносит удовольствие играть в команде. А вот такие аспекты на тихих серверах, к сожалению, отстают. Еще раз подчеркну, я ни в коем случае не хочу обидеть какой-либо сервер, либо игрока. Я просто делюсь своими мыслями. Каждый выбирает свой путь. Кто-то гонится за наградами, а кто-то за командной игрой. Важно, чтобы этот путь был комфортный именно для вас. Я не могу решить каждого из вас, где играть. Но если вы хотите найти более спокойный сервер и при этом забирать хорошие рейтинги, то советую вам опираться на несколько факторов. Первый фактор – это этап освоения. Следующий фактор – это общая сила героя. Следующий – это процветание острова. И, конечно же, лабиринт. Если сервер подходит под ваш уровень доната, дальше анализируйте политическую ситуацию. Обязательно уточняйте у руководства Альянса возможность перехода во второй либо третьей фазе.
Старайтесь искать сервер еще до трансфера. Например, если вам советуют сервер 2120 с низкой активностью, обязательно сравните рейтинги в разных событиях, особенно в тех, где у вас стоит приоритет, допустим, в Король Ледяного Поля, либо в ивенте от администрации. В вашем случае вам достаточно завести аккаунт на этом сервере 7 уровня для анализа всех рейтингов. Если все три критерия совпали, можно спокойно делать трансфер. И я надеюсь, у вас получится реализовать задуманное. Ребята, для меня очень важна обратная связь. Это тестовый ролик, с которого я хочу запустить новую рубрику. Поэтому буду благодарен, если напишите комментарии под видео с обратной связью. А если соберем 150 лайков, я пойму, что формат вам зашел, и тогда мы вместе сможем обсудить какую-нибудь следующую философскую тему для нового ролика. Обязательно напишите в комментариях ваш опыт на менее сильных серверах. Получаете ли вы кайф от игры, не становится ли вам скучно играть в таком формате. Как и обещал, объявляю победителя розыгрыша, который мы проводили в прошлом видео. Для этого копируем ссылку на ролик, вставляем ее в рандомайзер и видим, что в розыгрыше участвовало 152 комментария. За это вам огромное спасибо. Дальше выбираем количество победителей и запускаем рандомайзер. И вот наш победитель, Аина Бориэль. Проверяем комментарий и подписку на канал. Все условия выполнены. Значит, сразу после этого видео отправляю подарок счастливчику. Судя по вашему активу, вам понравился такой формат. Поэтому следите за следующими роликами и напоминаю, что совсем скоро у нас на канале будет розыгрыш 5 сертификатов по 499 ледяных звезд. Вот и подошел к концу наш сегодняшний разговор у костра. Надеюсь, вам было интересно вместе со мной размышлять о стратегии в мире Whiteout Survival. Не забывайте, что до запуска розыгрыша 5 сертификатов по 499 ледяных звезд осталось чуть больше 50 подписчиков на YouTube-канале. Так что присоединяйтесь, и у вас будет шанс стать одним из счастливчиков. И, конечно же, заходите в мой телеграм-канал, чтобы быть в курсе всех новостей, секретов и эксклюзивных моментов, которых нет в видео. Ссылка на телеграм-канал будет в закрепленном комментарии к этому видео. Я надеюсь, вам зашел такой формат, и мы увидимся с вами в следующий раз обсудить какую-нибудь философскую тему у костра. А на сегодня все. Всем спасибо за просмотр, всем пока-пока.